Всем привет! Сегодня я вам расскажу, как я сплела вот такую вот загибку. Корзинку я эту плела так же, как я и предыдущие плела, из искусственного ротанга. Но эту загибку можно сплести абсолютно из любого материала. Мы подставляем 4 стоечки, у нас должны выходить по 4 стойки. Загибаем их. Загибаем одну за одну по кругу. Загибка очень легкая. Единственное, что надо, чтобы трубочки ваши были очень хорошие, увлажненные и эластичные. Если вы плетете, как и я, из ротанга, тогда тогда ничего не надо, просто плетем. Мы загибаем трубочки. Смотрите, чтобы вот эти вот дуги сверху, которые идут, они у вас были на определенном уровне. Но когда мы проплетем круг, можно это все подровнять, конечно. Пока я плету по кругу, я расскажу момент про ручки, так как это у меня корзина. Внизу я плела все как обычно, круглое донышко, подняла вверх трубочки. У меня есть уроки, смотрите. А вот насчет самих ручек, здесь вот смотрите, вот они, мои ручки выходят. Это я делала, когда делала, сразу укладывала стойки. Я их делала сразу такой длиной, чтобы хватало сразу на ручки. Ну, короче говоря, удлиняла больше, чем обычные стойки, делала еще немножко длиннее. Это потому, что искусственный ротанг по-другому будет выскальзывать у вас, если будет ручка всовываться. Если вы плетете из бумажной лозы, там в этой проблемы нет. Можно просто подставлять, просовывать вот эти вот нужные стойки потом, когда будете делать ручку. И за счет того, что можно и приклеить, можно прогрунтовать и покрываете лаком, оно будет держаться. Но в искусственном ротанге действует немножко не так. Поэтому приходится делать полностью по всему периметру, скажем так, по кругу ручку. Просто продлеваем длину и потом буду делать ручки. Я потом немножко расскажу еще дальше про ручки. Сейчас я продолжаю по кругу проходить нашу загибку. Просто следите за руками внимательно, и вам будет все понятно. Тут я оставляю, как видите, на заднем фоне у меня вот эти вот по 2 трубочки, которые выходят для ручки. И спереди сюда идут вот эти 4. И разъединяем туда 2, сюда 4. Еще раз повторюсь, если у вас бумажная лоза, то вы просто потом сможете подставить. Ну или сразу подставляете, будет просто у вас оно вверх, так же как у меня. Вот мы подошли к окончанию круга. Сейчас мы их туда же, вот сюда мы их просовываем. Выскакивает. Пишите комментарии, кому что непонятно. Я буду вам это объяснять, рассказывать и показывать. Если что-то кому-то где-то будет непонятно. Аккуратно теперь все мы поправляем, как я и говорила, чтобы был один уровень, но высота была одинаковая. Это вот мои ручки торчат, прищепкой приколола их, чтобы они не мешались пока. Я потом все равно буду добавлять еще к вот этим вот 3 парам, буду добавлять еще стоечки, так сказать, потому что ну, потом посмотрите, почему. Так, теперь мы загибаем. Смотрите, идем перед, 1 и за. И там оставляем. Придерживаем руками. Берем опять следующую. Перед и за.
и там оставляем. Так мы проделываем по кругу. Кстати, вот на этом ротанге хорошо тренироваться делать вот такие вот загибки, которые такие вот ажурные загибки. Так мы проходим по кругу. Тут мы подошли вот к окончанию. Смотрите, вот это у нас начало было. Значит, мы также переходим перед. И получается, следующее у нас идет за. И выводим. Аккуратно это все туда закидываем. И остается у нас одна партия 4 трубочек. И здесь та же история. Здесь будет немножко сложнее, конечно, пропихнуть наше дело. Но надо постараться. Сейчас тут это все надо зажать. У вас оно, если трубочки, то будут держаться сами. И вот сюда мы это все дело должны пропихнуть. Здесь надо, конечно, все подтянуть аккуратно, чтобы ничего у вас не было заломов на трубочках на ваших. И все это туда просовываем. Я когда вернусь домой, а вернусь я домой, надеюсь, уже на днях, я продолжу плетение из трубочек, как я и говорила, и буду смешивать разные плетения с разных материалов. Теперь все это аккуратно выравниваем, чтобы все было ровненько у нас. Так, теперь мы делаем верхнюю часть, это уже последняя у нас окончательная часть. Заводим одну за другую. И вот это вот, где у нас проходит, вот сюда мы должны просунуть эти трубочки. Бумажная лоза отлично ляжет там и останется на месте, ничего с ней больше делать не надо. Натуральный ротанг также. А вот искусственный ротанг, тут немножко проблема. Он может повыскакивать. Можно оставить на какое-то время, и он так останется. Но если сильно страшно и боитесь, что он выскочит, или он у вас реально будет выскакивать, значит, берете суперклей и немножечко по одной капельке добавляете для того, чтобы он там удержался. Но это надо делать уже в самом конце, когда уже полностью все сплетете. Сейчас этого делать не надо, потому что еще будем это все равнять.
также за одной и сюда вниз просовываем. Смотрите, здесь у нас уже окончание, последняя партия, скажем так. Мы опять вот сюда ничего нового, аккуратно продеваем и вытаскиваем. Лишнее я обрезаю, чтобы не мешалось. И аккуратно все мы сейчас протянем. Так, осталась последняя загибочка. Мы ее должны внимательно посмотреть. Здесь проходим. Нам ее надо под низ завести. Вот сюда. Свою любимую отвертку я оставила дома, поэтому пользуюсь тем, чем пришлось. Она, конечно, очень массивная для этого дела. Так, обрезаю опять лишнее. И продеваем. Еще хотела спросить у вас, если вам интересно именно искусственный ротанг, плетение, там может кашпо или еще что-то, я это все уже в принципе более-менее освоила и могу также вам это все показывать. Но обязательно напишите мне обратную связь в комментариях, надо ли вам это. Вот видите, то, о чем я говорила, вон выскочила одна трубочка. Но это не страшно, потому что это все поправимо. Так как ротанг этот, он, скажем так, скользкий. Он гладкий, и за счет этого он выскальзывает. Но это все сейчас натянется, все поправится, и все останется на месте. И, как я и сказала, взять суперклей и немножко подклеить можно в самом конце уже. И тогда оно будет держаться вообще очень крепко. И корзина получается очень интересная. Она не подвергается абсолютно никаким условиям окружающим. Ее можно на зиму забыть на улице. И потом просто помоете ее, и ничего с ней абсолютно не случится. Это такой материал, который можно на улице держать сколько угодно. Она не подвергается солнечным лучам, она не выгорает, ничего с ней не случается. Поэтому очень интересно с него, я думаю, плести. И плюс у него есть доступ, его продают в интернете. Я покупаю в интернете. Его там, в принципе, достаточное количество разных диаметров. Здесь я забыла сказать, у меня диаметр 3 миллиметра.
трубочек моих этих. Они разные бывают, разных цветов. Можно попридумывать разные всякие интересные штуки с ними. Так, смотрите, ручки у меня осталось 3 пары с каждой стороны. Я добавила еще по 2 пары на каждую. Получилось у меня 3 пары по 4 штуки с каждой стороны. Я сплела обычную косичку. И потом, как на фотографиях будет видно, я, там клеем немножко подклеила кончики, чтобы они не распадались супер клеем. И замотала края сверху, просто по кругу, вот таким вот, видите, образом. И все на этом. Я не стала сильно заморачиваться с ними. И показывать, в принципе, тут тоже как таковой нечего. С такой загибкой получилась очень симпатичная корзинка, крепкая, прочная. И мне очень понравилось. Это была моя первая корзина из искусственного ротанга. Всем творческих успехов и увидимся в новых роликах.